Всем привет, с вами Алла, и в этом видео по просьбе моих подписчиков я делаю обзор на свою помощницу, машинку Janome Decor Computer DC3050. Свою машинку я покупала 21.08.2014 года. Сегодня у нас декабрь 18. Гарантийный срок у нее был 24 месяца. Ни разу по сегодняшний день она не была у меня в ремонте. Один раз я свозила ее на смазку, попросила научить меня смазывать, показать основные узлы. После этого обслуживаю ее сама. В этой модели машинки 50 швейных операций. В них входит 3 петли автомат, строчки зигзаг и трикотажные строчки, и, конечно же, декоративные. Все я их испробовала, все мне нравятся, все по-своему хороши. И очень хорошо, что они все меняются как по ширине, так и по длине. Позже я продемонстрирую это наглядно. Еще одна, на мой взгляд, очень полезная функция – это регулировка скорости шитья. Она очень плавная, то есть буквально 1 миллиметр, и уже вы почувствуете больше или меньше. Если вы только начинаете шить или возможно, учитесь стежке, такая функция будет очень полезна. Но если ее нет, это не повод не шить и не стягать. Далее, регулировка натяжения нити. Я уже говорила, не раз отвечала в личных сообщениях или в комментариях. У меня чаще всего она стоит на автомате, но также есть возможность регулировки максимально 9. Ну и минимально, конечно же, 0. Это регулировка натяжения нити. Далее, вот эта кнопочка отвечает за позиционирование иглы вниз-вверх при шитье. Это точечная закрепка и реверс вперед-назад. Далее покажу заправку нити. Здесь все показано, что зачем, какой первый этап, второй, третий, четвертый. И вот после четвертого, сейчас я опущу камеру, чтобы вам было лучше видно. Итак, четвертый у нас нарисован, показан, все отлично. И те, кто мало знаком с такой техникой, еще не знают о вот этом вот крючке. Его не надо игнорировать, туда лучше заправить нить. Конечно же, это не говорит о том, что если в него не заправить, машинка шить не будет. Нет, будет, но есть вероятность того, что она будет петлять. Итак, мы заправили в этот нитенаправитель. Далее я опускаю свой нитевдеватель. И нитка у меня готова к шитью. Вот так. Для свободной ходовой стежки я сейчас машину повернула задней частью. Вот есть такая вот красненькая кнопочка, с помощью чего отстегивается лапка. И сейчас у меня подняты зубцы. Для того, чтобы их опустить и начать стягать на свободном ходу, я снимаю рукавную часть. И вот здесь есть такой рычажок. Его плохо видно на видео. И он очень легко опускает зубчики. Также на задней панели указано, что эта машина была сделана в Японии. У нее 220-240 вольт и двигатель у нее 50 ватт. Сейчас сделаю короткий обзор обычных строчек на примере третьей и четвертой. Разница между этими двумя строчками, то что третья это в начале и в конце закрепка вперед-назад. И в четвертой строчке это точечные закрепки в начале шитья и в конце. Итак, например, я выбираю четвертую строчку, это точечные закрепки в начале и в конце. Следующее, вот этой кнопочкой я выбираю ширину, да, то есть у меня здесь прямая строчка, ширины здесь быть не может, поэтому эта функция отвечает. Сейчас я попробую сфокусироваться на иголочке, чтобы вам было понятно, что когда я нажимаю, иголочка сдвигается либо влево, либо вправо максимально. Вот так. И следующий, вот так выбирая операцию, это длина
стежка. Вот по умолчанию на этой строчке идет 2,2. Можно сделать максимальную, это 5 миллиметров. И самая минимальная, это 1 миллиметр. Следующее, что хотела бы показать, рассказать и сделать небольшой эксперимент. Я взяла вот такую джинсовую ткань, это плотная джинсовая ткань, такая вот она прям хорошая. Я ее складываю вдвое и еще раз вдвое. Ну, вот такие вот слои у нас получились. Я хочу продемонстрировать как скорость шитья, как она меняется, и качество строчки, да, это, ну, как бы достаточно такой хороший слой. И у меня стоит 4-я операция, это значит точечная закрепка в начале и в конце, и минимальная скорость. Длина стежка я выбрала сейчас 3. Вот, кстати, я сейчас нажимаю кнопочку, которая опускает иглу, и каждый раз, когда я буду останавливаться, игла будет оставаться внутри. Это очень удобная функция для стежки. Это самая маленькая скорость. Вот я сейчас прям на ходу буду ее прибавлять. Сейчас включаю самую быструю. Не хватило мне немножко моей джинсы. Поднимаю иголочку. И вот показываю, какая строчка. Немного петляет нижняя. Это видно. Ну, это я скосила. Немножечко. Но, напоминаю, у меня стоят автоматические настройки. У меня игла для кожи 100. И я специально это сделала. Вы сейчас дальше поймете, почему. И нитка у меня армированная. Это достаточно толстая нить. Потому что я сейчас, не выключаясь, возьму органзу. Вот такая органза. И вот прям не меняя настроек, не меняя ничего, да, вот органза. Не знаю, во сколько, в 2 слоя сложим. Ну, давайте в 2. Вот, просто в 2 слоя. Органза — это очень тонкий материал, нестабильный. Вот такой эксперимент у меня будет почти в прямом эфире. Иголочку опустила, ниточки. Где вторая ниточка? Нет второй ниточки. Извините. Я не хочу обрезать этот кусок видео специально для того, чтобы мне не сказали, что я потом что-то изменила в настройках, где-то там полазила. Вот я только что делала джинсу толстую, да, и органза. Вот, кстати, максимальная скорость. Сейчас. И вот минимальная на органзе. Ну, в принципе, скорость не влияет на ткань, поэтому вот. Точную закрепку вот так она сделает сейчас мне. Это как бы конец. Вынимаем. Ниточку обрезаем и смотрим. Ну, как по мне, машинка шьет отлично, несмотря на то, что я не меняла настройки и шила органзу. Ну, меня, наверное, по рукам за это побить. Шила органзу толстенной ниткой и толстенной иголкой. То есть, если бы я поставила сейчас тоненькую иголочку, тоненькую ниточку, пожалуйста, машинка полностью со всеми функциями, требованиями справляется. Постараюсь очень коротко сделать вам обзор декоративной строчки, как ее меняю. Вот я взяла обычную джинсовую ткань, ничем не проклеивала, ничего, просто взяла, опустила иглу. Это у меня такая привычка после стежки, всегда опускаю иглу, это можно не делать. Выбрала нужную функцию, цветочки я выбрала. И просто вот по умолчанию, как настройки есть в машине, так и начинаю. Обычно я декоративные строчки делаю на средней скорости. Ну, то есть не ставлю слишком большую, но и на медленной тоже
не делаю. И вот когда мне нужно, вот заканчиваю, да, я нажимаю, вот помните, да, точечная закрепка. То есть машинка доделывает элемент, сама делает точечную закрепку и на этом останавливается. Вот такая по умолчанию. Сейчас я обрежу, ближе покажу. Вот такая по умолчанию эта строчка. И сейчас я вот рядышком сделаю что-то, изменю. Ну, например, длину, нет, ширину. По умолчанию она 7, ну, 5. И длину, например, по умолчанию она 2,5, ну, пускай будет 1,5. Я опускаю иглу и она начинает вышивать. Ну, давайте еще что-нибудь изменим. Мы вот сейчас закончим этот рисунок. Все, она сама закончила, что-то там сама себе. И вот я вижу, что я намного уменьшила, да, то есть вот. Ну, может, вам не нужны такие большие цветы, а вот такие маленькие очень даже. Далее, так работают любые строчки, то есть вы выбираете как ширину, так и длину. Ну, например, следующая у нас тоже такая симпатичная. Вот я выбрала следующую функцию, она идет по умолчанию, вот, ну, как есть. Конечно же, я перед тем, как использовать любую строчку, тестирую, нравится она мне, подходит ли она мне. Ну, вот я ее смотрю всегда. Вот такие снежинки. Ну, вот, например, я вижу, что снежинки, ну, какие-то они мне большие. Или, наоборот, маленькие. Но вот шире я их сделать не могу. А, допустим, меньше могу. Ну, давайте 6 будет ширина и 1,5 будет длина. Сейчас я прибавлю скорости, чтобы не занимать ваше эфирное время. Все, точечная закрепка. И я смотрю, что у меня тут за звездочки вышли. Вот такие звездочки. Ну, в общем-то, я больше не буду ни на чем останавливаться. Кое-что протестировала. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, возможно, дополнительно что-то досниму. Может, вы хотите обзор по лапкам или еще что-нибудь интересное. Пишите в комментариях. Спасибо за лайки, мне очень приятно. И, конечно же, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч в новых видео. Всем пока-пока!